задача на сегодняшний день сохранить это как можно более неприкосновенным, как можно более защищенным, для того, чтобы в конце концов украинская наука, наверное, все-таки поднималась с колен и начинала работать так, как она работала во времена советской власти. Перед Россией стоит выбор: либо мы останемся великой научной державой, как были в советский период, либо мы опустимся вот в разряд, так скажем, сырьевых придатков, и тогда будущее нашей страны, конечно, очень печально. Львовский университет закончил в 2007 году. Вот, ничем особенным не отличился. Ну, а теперь Толя забросила Словению доучиваться тому, чего не доучился там. Никто меня не ждал в аспирантуре на Украине, вот, и надо было куда-то устраиваться. Вот меня Толя забросила сюда. Получилось так, что здесь было место, меня сюда взяли. Наверное, в Словении какого-то такого более близкого общения, ну, поскольку страна-то не родная все-таки, может быть, чуть-чуть обстановка такая не родная, да? Может быть, больше, когда узнаю славянский язык, будет больше общения, будет тогда посвободнее, чувствовать себя лучше. А так, в общем, ничего другого. Родственников не хватает, своих родных своих не хватает. Людей, которых очень долго знал, не хватает. Ну, в общем, можно сказать, что с этим я уже смирился давно. Ну, так другого всего хватает. Чего еще здесь может не хватать? Здесь нормально. Спокойно, тихо, маленькая провинциальная страна. Ничего такого не происходит. Нельзя судить о том, как приняла меня Словения, потому как принял меня институт Йозефа Штефана. Наверное, потому что это несколько разные вещи. Здесь работают все-таки более образованные люди. Я не знаю, ну это, наверное, не совсем правильно, но чуть-чуть по-другому здесь, нежели в общем по Словении. Может, если бы я сюда приехал работать на складе по отгрузке бананов, меня бы Словения чуть по-другому приняла. Но институт хорошо, дружелюбный, я бы сказал. Ну, не особо так прям все спешат раскрывать душу тебе и с тобой разговаривать о наболевшем, но все-таки прилично, да. Все на уровне, нормально. Ну, какие-то, пока есть люди, потому что находятся же талантливые люди, да, среди... В любой стране может найтись талантливый человек, правда, и даже в Верхней Вольте, и в Зимбабве, и где угодно, но в целом как-то наша страна не очень заинтересована. Мне больше интересно зарабатывание денег, ухватить свой кусок в данный момент, чем посодействовать развитию юных дарований. Я не про себя, конечно, когда говорю про юное дарование, но в общем про других. Вопрос снова таки, а могу ли я делать то, что мне нравится дома? Мы же все патриоты чего? Не своей страны, мы патриоты науки. Вот что для нас важно, а где ее делать, какая разница? Абсолютно не важно. Лишь бы было место. Допуск самый высший, который померить. Можно ли сравнивать нуль с чем-нибудь, с каким-то определенным числом? Нельзя сравнивать. Так же примерно и здесь. То есть можно ли сравнивать отсутствие абсолютной возможности дома и присутствие возможности где-то? европейских дырах.
То есть на Украине меня бы ждала работа не по специальности. Я бы там, например, не знаю, пиццу развозил, менеджером был бы или чем-то вроде этого. Чем угодно. Только не тем, на кого я учился. А здесь есть возможность. Оформить заявку на поступление в аспирантуру. Все. Я вызвал. Есть возможность, но надо переезжать в другой город. Надо переезжать в города эти спутники атомных электростанций. Но это будущее есть, вот это можно. Вот этими руками. Интересно, что поднимать будущее Украины так сказать, с глубинки. Начнем с глубинки. Это до далекой глубинки поднимать будущее науки Украины. Да я и так, короче, вернусь на родину через год. И если тут ничего не случится. Тут не надо никаких условий. Да почему условия? Ну что востребованы тут. Но у нас они просто не востребованы. А нормальные специалисты везде будут. Ну, раз у нас они не нужны, значит, они сваливают. Это не страна такая, просто мы дома не востребованы. Вот и все. Дома предпочитают на родине чем-то, не знаю, какие-то другие профессии. Коллаборация как бы есть возможность работать. И денежки отстегнул, и работай себе, и все. То есть, это все поставлено на коммерческую основу. Ты вкладываешь деньги, ты, насколько я понимаю, ты принимаешь участие в разработке каких-то там код-детекторов, какого-то оборудования, либо программного обеспечения. Ты вносишь как бы свою лепту, и тем самым ты зарабатываешь все места коллаборации. Иначе никак. Училась в Киевском национальном университете по специальности физик. Сюда приехала работать в сфере экспериментальной физики, работаю с лазерами, исследую сверхпроводимость. Словения у меня получилось очень случайно. На самом деле план был такой. Я собиралась учиться в Киеве в аспирантуре и параллельно работать по второй специальности, которую я обрела, пока училась. Более прибыльной специальность экономиста. Вот. Но так случилось, что одним днем мне позвонили домой, сказали, езжай в Словению, вот я приехала. Ну, если ты физик, то, конечно, один из вариантов это если ты хорошо программируешь, работать программистом, идти в какие-то компании коммерческие и там работать программистом. Второе, снова-таки, может быть, где-то по специальности, но тоже на каких-то производствах работать техником каким-то. Дальше поступать в аспирантуру, естественно, учиться, работать в институте, получать мизерную зарплату, работать чисто на энтузиазме. Какие еще варианты? А еще преподавать можно. Всегда. Ну, в Словении больше денег, у них больше возможностей, поэтому у них деньги на оборудование, это ключевое, что есть. Что касается людей, то, не знаю, всех можно научить, независимо от национальности.